Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вы на Зеркальном Таро. Сейчас мы с вами погадаем. Я предлагаю рассмотреть события ближайших 48 часов. Итак, давайте смотрим, что случится, что произойдет в ближайшие 48 часов. Ну, тут идут большие деньги, реально большие деньги. Причем после момента, когда их совсем не было. Смотрите, пятерочка пентаклевая — это всегда у нас, ну, нет денег, да. Может быть, есть все, есть любовь, есть дружба, но денег как-то маловато, не хватает. Вот. И вот в ваш дом, видите, к вашему дому приплывает на плотике десяточка пентаклевая. Это хорошие денежки. Смотрите, может быть, в течение 48 часов, например, придет вам известие, сама новость, да, что вы получите деньги, что-то там продалось, да, или вы нашли работу, или вам пришла какая-то выплата. А может быть, реально просто уже в руки вы получите эти денежки. Но в любом случае, и вы будете довольны, вы будете отдыхать, вы позволите себе прямо так расслабиться, знаете, вот успокоитесь как-то. Как-то придут к вам какие-то довольно приличные деньги по десятке пентаклевой в ваш дом, в ваши ручки. Так, дальше. Что еще в течение 48 часов произойдет? Смотрим. О мужчине каком-то мечтаете, да? Вот у нас тут император, у кого-то в мечтах, фантазиях ваших. Мужчина может показывать очень достойного мужчину, да, император, ну, вот о котором действительно можно и помечтать. Может показывать мужчину взрослого по императору, может руководящего, да, человек, который прямо вот, ну, такой успешный очень, да, может быть, ваш начальник, допустим. Так. Здесь получите вы от него какое-то письмо. Мечевой пажик — это всегда у нас мечи, стихия воздуха. Это общение, это звонки, это переписки. Вот от какого-то мужчины для вас важного, еще может быть от иностранца, о котором вы мечтаете, который вам снится, да, вот, получите какую-то весточку, получите. Так. М. Скажу вам еще так, какого-то мужчину молодого вы очень притягиваете. Есть у него большое к вам притяжение. Возможно, был конфликт у вас с этим человеком, и он будет проситься обратного отношения. Прими меня, выслушай меня, объясняться как-то будет. Видите, вот будет, как вот эта птичка, да, принесла тут нашей ведьмочке бусы какие-то, вот будет что-то предлагать, там, подарить вам или куда-то приглашать. Вот такой момент. Вот у кого есть молодой мужчина, девчоночки, и у вас с ним какой-то конфликт, он будет на вашем пороге. Если у вас отношения, скажем так, в интернете, то он писать будет, в общем, проситься вернуться. У него есть большая к вам привязанность, большая страсть, большое притяжение. Вы как магнит действуете на него, поэтому будет скоро у ваших ног. Снова будет у ваших ног. Так. Дальше. Какое-то примите решение в течение этих 2 дней, да, 2 суток. Решение, которое будет менять вашу жизнь, включить какую-то скорость большую. И это решение глобальное. Ну, к примеру, может быть, вы и раньше думали об этом, да, но не было принято такого уже точного, последнего, такого решительного слова, да, не было сказано. Вот здесь королева, мало того, что вы мечевая, да, с мечом в руке, то есть как раз вы в принятии решения, и вы его примете, вот, но оно будет влиять, как-то большое очень влияние иметь на вашу жизнь, большое и положительное. Вот, это может быть, вы принимаете работу, выбираете, принимаете решение о работе, да, выбор идет. Вот. Ну, это будет судьбоносный, значит, выбор. Либо вам предложили там перейти с одного места на другое, либо повышение вам предложили. Что-то идет такое, да, важное принятие решения, и такое оно будет, ну, скоростное, скажем.
Жезловый рыцарь — это вы уже, ну, в нашем случае ведьмочка, да, садитесь на свою метлу и вперед и полетела. Ну, какие-то большие идут перемены, скорые, но это будут, все-таки это будет ваше решение. Не так, чтобы, знаете, кто-то решил за вас, вот, а все-таки вы это решение примете именно вы, вот. А вот здесь как раз показано, что будет сбываться какая-то ваша мечта, но в том моменте, в том сегменте вашей жизни, где вашего решения недостаточно, где вот нужно, чтобы вмешалась судьба. Судьба будет вмешиваться, понимаете? И вы получите что-то, о чем вы мечтаете, но именно без того, чтобы вы как-то действовали, либо принимали решения. Скажем так, придет в ваши руки само какое-то дело, опять же, какой-то человек, да, чего вы, о чем вы желаете, о чем мечтаете. Так, для кого-то и так. Людей смотрит много, поэтому так много информации, потому что людей много. И у каждого идет своя, что называется, игра. Так, ну, какой-то человек, с которым вы прекратили общение, будет искать к вам подходы. И знаете, здесь человек, который будет пытаться или как-то возвращаться в отношения, или поговорить с вами эм, после того, как он прошел трансформацию, да. Это не обязательно прямо мужчина, да. Это может быть подруга, это может быть родной человек, это может быть коллега по работе, да, когда отношения прервались, нарушились, люди как-то отвернулись друг от друга, но этот человек поразмыслил, подумал и что-то понял, сделал какие-то выводы, и вот будет к вам ну, подходить, говорить, обращаться уже немножко как-то с других позиций, понимаете? С каким-то осознанием подойдет. А давайте раскроем немножечко. Давайте раскроем. Это мужчина или это женщина? Но это женщина, императрица показана. Это женщина, может быть начальница ваша, может быть мама, старшая сестра. Это взрослая женщина, понимаете? И такое ощущение, что здесь эта женщина, она вас и любит, ну и хорошо к вам относится, да, и, как говорится, губит. Есть такой момент. Здесь вот еще в этой колоде, видите, жаба у нас прорисована. Такое впечатление, что зависть. Из-за зависти это случилось. Вот так. Знаете, родные люди тоже иногда могут завидовать. Это просто, ну, такая черта человеческая. Иногда она даже против воли человека проявляется. Вот. Но этот человек подумал, подумал и поразмыслил, видите, и хочет наладить отношения, да. И человек это самое главное, изменился. Так, дальше. Мгм. Здесь вот мужчина будет какой-то предлагать встречу. Ну, для кого-то это просто человек предлагает встречу, что-то будет организовывать для этой встречи, да, как-то подготовиться. Вот, может быть, например, приглашение в кафе, в ресторан, может, где-то погуляем, да, куда-то какая-то будет встреча у вас, куда-то предложение, да, но для кого-то это может быть и серьезное предложение, прям вот давай жить вместе, потому что четверка пентаклевая — это всегда что-то такое стабильное, что-то, что хочется вот построить, и чтобы оно было всегда при мне, мое. Вот, по крайней мере, возьмем золотую серединку. Вот мужчина какой-то, у нас показан мечевой король, он может вам предлагать встречу, к примеру, даже действительно кафе, ресторан, но чтобы вы понимали, у него есть далеко идущие планы, да, гораздо более далеко идущие, чем просто встреча, да. Смотрите, здесь еще может быть, например, предложение сотрудничества. Давай, вот, например, вы встречаетесь с кем-то поговорить о деле каком-то, да, то опять же у этого мужчины серьезные есть какие-то планы на будущее с вами. Мужчина мечевой, давайте посмотрим, король. Это у нас человек, который, ну, такой продуманный, очень любит учиться, обучение, да, кстати, сам может чем-то таким заниматься, преподавать, допустим, да. Это человек такой, знаете, у него логическое мышление очень развито. То есть, если это у вас встреча, например, по работе, по делам,
то он, как говорится, плохого не предложит или какого-то глупого, да, непродуманного. То, что он предложит, это уже 100 раз просчитано, продумано, и можно, как говорится, отзываться, да. Вот. Ну и для жизни такой человек неплох, да. Если он умен, разве это плохо? Для жизни никак не плохо. Вот. Так, и еще несколько карт. Так. Вы знаете, кто-то как будто собирается или идет в новое что-то, в неизведанное что-то, да, нулевой аркан. Видите, вот я иду туда, куда я не знаю куда, но я туда очень сильно хочу. Вот. Боюсь, но хочу, да. Ваше вот это желание, которое, оно сопровождается еще и каким-то страхом, прикрыто, как видите, иерофантом. А это у нас ангел-хранитель, это у нас какой-то мудрый человек, который дает мудрые подсказки. Вот. А может быть даже это ваша черта, ваше состояние на сегодняшний день, да, что вы будете себя превозмогать, как-то куда-то идти, открывать какой-то новый путь для себя, потому что вы уже как бы ну, зрелая личность, да, вы много думали, вы много, э, как вам сказать, вы много познали, узнали, вы много общались с интересными людьми, а может быть вы открыли для себя какие-то истины, либо прошли какое-то обучение, да, и теперь превозмогая какие-то, ну, как бы осторожничая, но вы куда-то пойдете в новый путь. Вот так бы я сказала. С большой страстью. Вот так бы тоже я сказала. Здесь у нас вышла карта большой страсти. И смотрите, еще идет помощь, тоже такая вот довольно-таки прямо от всей души, от ваших родных и близких. Вот вам как-то пройти этот путь, да? Может быть, вы не решались куда-то, надо вам, я не знаю, с чем это связано, да, ну, как говорится, да, мне надо, вот мне надо, я чувствую, что мне туда надо, да, и вас поддержат родные ваши люди и близкие, помогут вам вот добиться чего-то. Вот можете ожидать от них тоже поддержки. И это очень хорошо, правда? Поддержка родных и близких дает нам очень большие силы, большую силу. Вот такое сегодня гадание на 48 часов. Желаю вам всем, чтобы все самое классное сбылось. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и будете знать, что будет дальше.